Старик стрелял, не сомневаясь ни секунды. Думал, защищает свое хозяйство. Думал, делает то, что обязан. Но когда он подошел ближе и раздвинул кусты, внутри все похолодело. В траве лежала раненая волчица, а из зарослей на него смотрели несколько пар маленьких, испуганных глаз. В тот момент он понял, следующий выстрел может решить не судьбу хищника, а его собственную человечность. Выстрел прогремел на опушке, разорвав утреннюю тишину. Эхо прокатилось по полю и затихло где-то среди темных сосен. Фермер медленно опустил ружье, тяжело дыша. Последние недели его хозяйство жило в страхе. По ночам кто-то резал овец. Утром он находил следы, крупные, уверенные отпечатки лап. Волк. Сегодня он решил поставить точку. Серый силуэт мелькнул между кустами, и палец нажал на спусковой крючок быстрее, чем разум успел все взвесить. Зверь дернулся и упал. Несколько секунд стояла гнетущая тишина. Даже птицы притихли. Фермер осторожно приблизился. В траве лежала волчица. Пуля задела бок. Кровь медленно пропитывала шерсть. Она тяжело дышала, но была жива. Ее янтарные глаза смотрели на него не с яростью, а с отчаянной настороженностью. Взгляд был не охотника, матери. И тогда он услышал звук. Тонкий, жалобный писк донесся из густых кустов неподалеку. Фермер нахмурился и сделал шаг в сторону зарослей. Раздвинул ветви и побледнел. Там, прижавшись друг к другу, сидели волчата. Совсем маленькие. 3. Их сероватый пух еще не сменился взрослой шерстью. Они дрожали, не понимая, что происходит, но чувствовали опасность. Их глаза, большие, темные, были прикованы к человеку с ружьем. В тот момент все внутри него перевернулось. Он вспомнил, как несколько лет назад держал на руках своего новорожденного сына, как тот сжимал его палец крошечной ладонью, как жена не спала ночами, укачивая ребенка. И теперь перед ним та же сцена, только в другой форме. Мать и ее дети. Волчица попыталась приподняться, тихо зарычала. Не угрожающе, а предупреждающе. Она была готова защищать детенышей даже в таком состоянии, даже умирая. Фермер медленно опустил ружье в траву. Он понимал, если оставить все как есть, волчица истечет кровью. Волчата не выживут без нее. Они слишком малы, чтобы охотиться. Их ждет голод и холод. А ведь она, возможно, приходила к его овцам не из злобы, а потому что ей нужно было кормить своих малышей. Он сделал неожиданный выбор. Подойдя ближе, он снял куртку и осторожно прижал ее к ране, пытаясь остановить кровь. Волчица слабо дернулась, но сил сопротивляться уже не было. Он говорил тихо, почти шепотом, сам не понимая зачем. «Тише, тише». С трудом он донес ее до своего пикапа. Волчата сначала спрятались, но затем один за другим выбрались из кустов и неуклюже последовали за матерью. Они не отходили далеко, держась на расстоянии, но не убегали. Фермер отвез волчицу к знакомому ветеринару в соседний город. Тот удивленно поднял брови, увидев пациента, но молча принялся за работу. Пуля прошла на вылет, не задев жизненно важных органов. Шанс был. Несколько часов ожидания тянулись бесконечно. Фермер сидел на крыльце клиники, глядя в пустоту. Он понимал, его соседи не одобрят такого решения. Скажут «глупость». Скажут «завтра она снова придет за овцами». Но внутри он уже знал, что не мог поступить иначе. Вечером ветеринар вышел к нему. «Жить будет. Если оправится, лучше увезти подальше от ферм». Через несколько дней, когда волчица окрепла, фермер отвез ее и волчат глубоко в лес, в район, где не было пастбищ. Он выпустил их на опушке. Волчица, уже стоявшая на лапах, оглянулась. Их взгляды встретились на секунду. Долгую, тяжелую, молчаливую. Потом она повернулась и скрылась среди деревьев. Волчата побежали следом. Осенью овцы больше не пропадали. Иногда по ночам фермер все еще слышал далекий вой из леса. Но теперь в нем не было страха. Только напоминание о том дне, когда он понял, защищать свое важно. Но еще важнее – остаться человеком.